Всем привет! Вы на канале Крутящий Момент. Мы запускаем новый проект, а именно строить будем дедовскую копейку на 500 сил с полным приводом. Почему именно дедовская копейка, спросите вы? Да все просто. По техническим характеристикам, которые заявляет завод-изготовитель, если брать за основу ВАЗ-2107, он тяжелее дедовской копейки на 100 килограмм. Также у копейки более раритетный вид, хромы, старый салон, розочки, ну вы меня поняли. И самое главное, нам нужна очень яркая машина. Задачи, которые мы ставим перед собой. Живая раритетная копейка в оригинале, в идеальном состоянии, либо хороший кузов под покраску. Мы начали поиски автомобиля, нашли много вариантов, запросили доп. Фото. Сразу очень много машин отсеялось, потому что машины либо ржавые, либо плохо сделанные, либо действительно не стоят тех денег. Нашли два хороших варианта, один из-под Киева, другой во Львове. В принципе, это достойные машины, как на мой взгляд. Выдвигаемся в Киев. Если машина нам не понравится, далее поедем во Львов. Держим путь на Киев, посмотрим первый вариант, который мистер Голди вам ранее показывал на видео. Голубая с белой крышей, вся выкрашенная. Ребята брали под какой-то проект, стенс, не стенс, ну короче непонятно. В принципе, я думаю, что ее мы и возьмем. Проблема покупки стала в чем, что реально мы хотим подобрать Жигу в районе там 2 с копейками тысячи долларов. Это немалые бабки. Жиги на нашем рынке начинаются, наверное, баксов от 600, но и там есть варианты по 5, по 6, но какие-то не совсем идеальные. Нам под наш проект не нужна такая Жига за 6 тысяч долларов, потому что фронт работ, который мы собираемся произвести, он тоже на кучу денег. Также очень большой проблемой является то, что у этих Жиг очень старые года. Машинам 30-40 лет, а это большая проблема для металла, ржавчины, да и, скажем так, сохранения первоначального раритетного вот этого состояния. Так, встали на кофе, заодно купили омыватель. Слышь, Димон, я тут на полпути прикинул, что, наверное, мы делаем большую ошибку, что покупаем еще одну Жигу. Чего? Что нам надо было купить? Надо было купить какую-то BMW на Копарте или на EI. Или Запорожье, слышь. Ну, чувак, у нас уже одна есть Жига, надежный стабильный конфиг, тачка в идеале, ну. Да вся пушка. Точно? Конечно. Мистер Голди, смотри, какая крутая Жига. Да, я срочно думаю, что нам нужно купить именно вот такой вот аппарат. То, что надо для контента. Тачка в полном ушате. Ну, какие-то, что мы смотрели с белой крышей, это снег, да. А под снегом, скорее всего, ржавчины выйдут как подснежники. Ну и заметьте, тачка в максимально полной жопе. Я думаю, ей цена долларов 200 и больше. Вон малышка Жига сзади едет. Но визуально так вот первый контакт глазами произошел неплохой. Посмотрим, надеюсь, что все срастется. Ой-ой-ой, ребята, какая Жига! Стенс, лоурайд, все дела. Просто песня. Привет, юный Канжо! Одновременно приехали. Продай нам Жигу. Ну что, выходим, осматриваемся. Так визуально тачка пушка. Розочки. Розочки, смотрите, какие крутые розочки. Карты, родные ручки, родные седла, подклеены чуть изолентой, но, наверное, это не самое страшное. Самая фишка вот этой коробки передач. Зацените, какой селектор. Почти как джойстик на BMW F30. Ну да, Жига в оригинале. Все четко. Реально интересно смотрится. Такая опрятная торпеда. Магнитофон. Это вам не НБТ, не СИС, это реально наш отечественный советский магнитофон. Руль Работает, кстати. Ну, конечно, он должен работать. Bluetooth есть в нем? Да. О, отлично. Да, вот такая Жига во всех огнях. Нравится. Нравится. Тачка хороша. Слушай, что с правым зеркалом случилось? Но не надо на обгон, когда идешь. Ну, нет смысла смотреть. Это ж по классике. Все, я понял. Ну что там, мистер Голди? Эксперт по Жигам. Там накрасилось. Вот, грамотно. Чтобы рыжики могли еще не выпуститься. Вот тут что-то было. Не, да? гнилого ничего не было вообще абсолютно. Даже родная запаска. Ну, запаска нам Ну, нужна. закат. Тут пизда.
Очевидно. Да, там что-то явно тут. Там пиздец. Да. Ты сильно не стучи, ты сейчас пробьешься в днище. Хо! Да. Тут что-то не доделали, да? Стрим? Нет, да там оно не гнилое. Да нет, там явно гнилое. Ой, там пизда. Явно гнилое. Сам посмотри. Там дырка просто, да. Вот, видишь, смотри. Да, Димон реально шарит в жигах. Там явно, видите, что-то не так. Там гниль есть. Придется, наверное, что-то переваривать их, пока, честно говоря, не знаю. Так, в принципе, да, жига хороша. Вся в оригинале, все четенько. Отреставрировано. Посмотрите, какое тут состояние. Все нормально, в принципе. Так, смотрится в комплексе хорошо. Фишка в чем, что она раритетная, в хроме, в заводском. Заводской салон, заводской руль, заводская торпеда. В принципе, то, что нам надо для контента. Да, знаю. Жиговал, было 2 жиги. Вот самое проблемное место тут. Тут даже прибор просто не простреливает. Ну, тут как бы очевидно. Видно, что там что-то ржавое. Подожди, это не GZ, это не B58? Нет. А что это такое? Что-то грустное. Что вазовское. вазовское? Ну, нас же это не интересует, например. Надо ехать на СТО. А ты без номеров так и катаешься? Мусорки что не переживают там? Нет? А, нифига себе. Я думаю, что тачка ракетная, переварить задницу особых проблем не составит. Сейчас подымем, экспертно осмотрим снизу и, если что, будем ее брать. Под проект эта тачка проканает на ура. Так, ну я внутри, пока что ничего не гремит. Машина прикольная. Это у меня в бате была Жигули. Ну так, все так же, так сказать, как в детстве. Я смотрю, вот мы проезжали, понял, на X не обращают внимания, а вот на вот копейку. У нас тут это ретро, там Киевом, когда ты выезжаешь, да, люди толпы собираешь. Ну реально, если ты просто заезжаешь на заправку, все а что это, не садятся, вдыхают этот запах. Ребята, 10 лет назад это была вонючая копейка, а сейчас это ретро-кар. Вот так вот. Еще пройдет лет 15, и эта копейка будет стоить серьезных денег. После тюнинга моего автомобиля остался катализатор. Я, как человек бережливый, решил сдать его. За катализаторы дают хорошие деньги. Катализаторы со всех своих автомобилей я сдаю только своим друзьям из Катализатор Опт Одесса, потому что они много лет занимаются этим вопросом и дают честную цену. Также хочу сакцентировать ваше внимание на том, что у ребят есть целое СТО по решению вопросов с катализаторами. Тут вы можете выбить кат, вырезать кат, да что угодно, поставить обманку, а также вшить Евро-2 и, естественно, получить деньги за свой катализатор. Филиалы для приема катализаторов есть в крупных городах Украины: Киев, Одесса, Харьков, а также можно отправить по почте. Ссылка на прием катализаторов будет в описании к сегодняшнему видео. Всем рекомендую. Ну а мы продолжаем. Поехали! Так, приехали на автосервис. Надеюсь, здесь свободный подъемник. На этом сервисе не принимают Жигули. Сейчас едем искать сервис дальше. Пока что все против нас. На крайний случай, я думаю, что мы просто заедем к парню домой, на яму какую-то, да и все. Нам не надо прям там какие-то супер диагностики, что-то еще. Вот так вот сурово смотрим тачку в яме. Все стошки заняты. Я когда-то работал на СТО. Об этом... О, пес. Да? Да, Джек. Прикольно, Джек Воробей. Да, тут все обработано. Тут все реально замовилено. Видишь, он заантикорил, получается, все. Да. Причем, ну, так глобально, потому что реально разбирали тут все и пробили антикором. Так, как бы сказать, что там, может быть, ржавая, не ржавая, но не получится, потому что, ну, все покрыто. Замазано. Да. Короче, выхлопная система сгнила. Мы только что это посмотрели. Вот коллектор сгнил, трасса тут не очень. Ну, в принципе, нас это не особо интересует, если что. Вот, смотрите, дырка тут просто Вот прямо под выхлопом видно дырка, вон она-то. Да, вот она там чуть ржавчина, то, что с багажника. Так, в принципе, тут, ну, очень все серьезно замовилено. Опять, там, если реально какая-то ржавчина, была ли она, не получается, потому что все в диком мовиле. Ну, и точно занимались и бабки ложили. Вот еще обнаружил одно проблемное место, которое не бьется. Скорее всего, тут очень много шпаклей, либо, ну, есть какие-то нюансы, либо они, возможно, вылезут в дальнейшем. Вот видите, да, вот что с этой стороны там вот ржавчинка. И вот тут получается, что на переднем фартухе уже, ну, прибор не простреливает.
Получается прострелить, тут прострелить. Сейчас что вот тут вот проблемное место, скорее всего, тут как-то, ну, что-то там, ну, чем-то сделали, но не железом. Так, слушай, ну Жига пушка. Короче, ты 2200 хочешь, да? Да. Давай косарь 900. Нет, ни в какой. Я сколько сил в него вложил. Хорошо, И двоечка. времени. Двоечка. 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 2,50. Не, давай двоечку. Мы с Одессы, мы маланцы, что-то мы хотим за двоечку. 2,01. Доллар на конфету. Ладно, 2 рубля и мы и с нас кофе. Да. Ну все, выезжаем в ГАИ. Что, берем Жигу, 2 рубля и очень быстро превратим ретрокар в боевую ракету. Синего Боевой цвета. ретрокар. Боевой ретрокар. Вот. Красиво смотрится, конечно, на занижении, но в нашем формате, скорее всего, чуть будет по-другому. Другая ходовая. В любом случае она будет занижена. Почему? Будут либо какие-то жесткие стойки. Ну, понятно, что там наш мастер Андрей Гонко все смастерит, все-таки он знает толк. Но ты, учитывая аэродинамику, мой юный друг, Ну да. как же хочешь, чтобы она взлетела, ты же собрался тут сил на 400 или Ну да, 500 валить на ней. Ну да. Димон, К растратам. неужто ты наступил в говно? Ну, уже вроде норм. Ну, так к деньгам. Это к К растратам, Паша, это не к растратам. Причем, пока мы смотрели тачку, я тоже наступил в говно. Ну, я как помню такую примету с детства, когда наступаешь в говно, это к деньгам и к удачным покупкам. Ну, расскажи свой опыт, как у тебя было у бати Жига. Да, у меня у бати 2 раза угоняли Жигу. Школьники. Угоняли школьники и бросали. Но это 100% такую технику надо хранить в гараже. Жига пуля. Можно себя погладить? Не будешь агрессировать? Он не агрессор? Хороший, такой холененький. Так, наш ВАЗ остановили, потому что он едет без номеров. Что в целом логично. Не, мы покупать едем. Дивись, тут специально даже дырки, отверстия есть. Що робити вам можна? Понять и простить. Дивіться, ви блогери, я розумію, але ж, ну, чого Да ви, не, мы знаем, мы будем. чого ви не соблюдаєте право дорожнього Но руху? мы сейчас переоформим и все в цель, потому что я так ехать не буду. Так, а ви завжди так, а чому ви? Машина, бачите, їде, ну, Так ваша. мы с Одессы приперли. Так ваша нормально, а тут це є питання. Да. Просим понять и простить. Ну як так? Ну, Короче, что-то крепят нас. Ну, что делать? Просим ребят понять и простить. Не, мужики, ну куда это годится? Наша доблестная, честная милиция назад, наперед і приступайте з ременем безпеки. да, пошла к нам на уступки. Сейчас мы вкрепим госномера и поедем дальше. Ребята молодые, большое им спасибо за понимание. Ну, вот так вот. Правила надо соблюдать. Дима, вот ты мне скажи, как мужик мужику, что надо вот пацану для счастья? Пацану для счастья нужен классненький корчик, которым можно заниматься, впихивать туда бабки, радоваться каждому ништяку. Как Покупать, ребеночек такая. Шилдинги там, да, хромовые? Полить, лелеять его и так далее. Ну вот типа того. Всякие хромовые ништяки покупать в том числе, так внешечкой. Ну окей, вот Вот. давай так вот не думай. Вот смотри на Жигу, какие вот у тебя мысли в голове сразу? Ну, блин, бомба. Тачка вот действительно яркая и мысли, ну как игрушка, она игрушечная, на мой взгляд. Осталось совсем немного оформить тачку в ГАИ и перегнать Андрею Гонки. Ну что, мы приехали в ГАИ, здесь какая-то неудобная ситуация. Выяснилось, что нету бегунков, не берут бабки, быстро никак не переоформить. Предложили через неделю записаться, вот, нас это никак не устраивает. Короче, мы тут какие-то баталии устраиваем. Это тот случай, ребята, когда отсутствие коррупции – это плохо. Не, ну мы не разводим коррупцию, мы просто на крайний случай завтра поедем переоформимся в Киеве. Я уже набрал как бы ребят, нас ждут, но хочется закрыть вопрос сегодня. Поговорили с начальником, с работниками. Ребята вроде как лояльно могут нам пойти на уступки, но надо еще слегка подождать. Если мы сегодня машину не переоформим, придется ехать в Киев на переоформление и там ночевать. Мои слезы, моя печаль. Мои грезы. Короче, у нас есть смешная новость и печальная. Дима, с какой начнем для наших зрителей? Начнем с того, что мы в полной жопе в очередной раз. Тачку решили купить, она уже фактически была нашей, но все пошло не по плану, как обычно. Короче, мы такие дождались ГАИ. Большое спасибо работникам этой службы, за то, что согласились назвать без очереди вечером. Часа 2 прождали, зашли на заявлении о переоформлении. Выяснилось, что на машине 5 арестов от исполнительной службы. Позвонили в исполнительную службу, короче, долг 48 косарей гривен.
Это практически $2000 у реального владельца этого ВАЗа, потому что паренек, который нам продавал, у него генерал. Короче, паренек попал, и мы попали. Фактически эту тачку никак не купить. Владелец реальный ВАЗа, на ком техпаспорта, не собирается закрывать этот долг. Профессор. Да, кстати, он профессор, как выяснилось, преподаватель. В общем, мы в жопе, тачку не забрали, потеряли кучу времени, очень расстроились, потому что тачка вот буквально уже была наша. Мы так вот, просто успели полюбить ее за пару часов. Короче, ценник тачки был $2000, мы сторговались, за двоечку это было реальное, скажем так, реальный шедевр. Ребята, мы продолжим поиски Жиги в следующих выпусках. В этом проблем нету, мы таки купим Жигу и построим. Если есть у кого-то хорошая Жига, либо есть хороший кузов Жиги, напишите нам личные контакты, мы заинтересованы купить. А с вас, как всегда, что, Димон? С вас лайки, комментарии и подписки. Продолжение следует. Всем пока.